Всем привет! Сегодня будет очень интересная тема, особенно для тех, кто думает о жизни за границей. Я переехала в США 3 года назад, а конкретнее в Лос-Анджелес, и сегодня я вам расскажу преимущества и недостатки жизни здесь. Давайте начнем с преимуществ. Первое. В Лос-Анджелесе всегда прекрасная погода. 90% дней в году солнечные и теплые. Наверное, можно здесь выделить 2 сезона, где-то с июля по октябрь жара и с ноября по июнь более прохладная погода, но опять-таки это относительно прохладная. Минимальная температура, которую я здесь помню, это, возможно, зимой, ранним утром или поздней ночью плюс 6 градусов. Но таких дней на самом деле немного. В принципе, очень теплая верхняя одежда или сапог вам здесь не нужно. Достаточно кожаной курточки и кроссовок на самую холодную погоду, которая здесь бывает. И люди здесь носят пальто и сапоги больше, наверное, для стиля, нежели по необходимости. Также благодаря благоприятным погодным условиям здесь фрукты и овощи круглый год, причем большое их разнообразие, что, несомненно, плюс. Высокий уровень жизни — это обусловлено экономической стабильностью, и здесь средний класс преобладает. Опять-таки, это показатель уровня жизни страны. Здесь очень выгодные условия кредитирования. Возможно взять автомобиль даже с 0%, то есть это как рассрочка. Люди очень просто относятся к автомобилям, так как у каждого он есть, и они их часто меняют на более новые модели, так как цены на них гораздо ниже, чем у нас. Здесь есть такое понятие, как кредитная история, то есть чем выше она у вас, тем будет лучше ваша жизнь в Америке. Вся банковская система построена так, чтобы было выгодно брать кредиты. Вы пользуетесь кредитной карточкой, и, естественно, чем больше, тем лучше. Берете деньги, кладете туда обратно, и таким образом ваш рейтинг растет. Если у вас высокий рейтинг, вы, например, сможете взять жилье в кредит с маленьким процентом, то есть это credit score называется. Для людей здесь не проблема ходить по ресторанам, заказывать сервис уборки для дома, квартиры, нанимать няню для ребенка, либо человека, который бы выгуливал их собаку. Для американцев это обычные, простые, повседневные вещи, что для наших людей может показаться излишеством или роскошью. Также здесь низкий уровень краж и убийств. Это тоже обусловлено уровнем жизни. Могу рассказать некоторые истории из своей жизни. Например, когда-то я уронила сдачу у кассы, это было каких-то $20, но эта девушка бежала с этими деньгами через всю улицу, чтобы мне их отдать. Либо когда-то я забыла свой iPad в туалете Starbucks, причем это был такой район, что в этот Starbucks даже бездомные заходили, и, наверное, уже прошел час с тех пор, как я его там забыла, я уже домой вернулась, потом я о нем вспомнила, вернулась обратно, и я уже даже не рассчитывала, что я его там найду. Но девушка на кассе сказала, что ей принесла какая-то женщина его, и она мне его отдала. Также был случай, когда я iPhone забыла на зарядке в кафе, тоже мне его отдали. В принципе, я здесь не боюсь оставить камеру или iPhone на пляже или у бассейна, либо на зарядке где-то в кафе или ресторане вдали от себя. Здесь это есть абсолютно у каждого, и людям не нужно брать чужое. Я не хочу сказать, что у нас люди непорядочные, но все идет из-за низкого уровня жизни. Вероятность того, что вам отдадут какую-то дорогостоящую вещь, все-таки ниже. Третье преимущество — классное жилье. В Лос-Анджелесе есть много красивых, комфортных билдингов с хорошими квартирами, также красивые дома. Например, даже если у вас есть деньги, в Киеве невозможно найти жилье такого уровня, как можно найти его здесь. Например, в нашем билдинге есть и бассейн, и джакузи, спортзал, паркинг, барбекю. У нас квартира с очень высокими потолками, красивые окна. Кстати, если вам интересно, у меня есть видео-тур по моей квартире, это мое старое видео, можете посмотреть. Четвертое преимущество. В Лос-Анджелесе культ здорового образа жизни, так как сюда съезжаются модели, актеры. Все они, естественно, заботятся о своем внешнем виде, о своем здоровье, поэтому здесь очень много фитнес-клубов, йоги, танцев, много вегетарианских, веганских кафе. Также вы можете увидеть много людей, бегающих по утрам, занимающихся спортом, и все это мотивирует и вдохновляет для того, чтобы заниматься своим телом, своим здоровьем, что является несомненным плюсом. Пятое преимущество Лос-Анджелеса. Здесь очень красивая, разнообразная природа. Здесь есть все. Океан, горы, поля, каньоны, пустыня, много разновидностей животных, растений. В один и тот же день вы можете позагорать у океана, проехаться 1,5 часа и покататься на лыжах в горах. Можно увидеть енота, идущего по тротуару, птичек колибри. Какие же недостатки в жизни в Лос-Анджелесе? Ну, во-первых, так как я говорила, что здесь у каждого машина, это является и недостатком тоже, потому что трафик сумасшедший, пробки, и для того,
того, чтобы успеть на работу, нужно выезжать заранее. Поэтому государство даже сделало отдельную полосу, Carpool называется. Там могут ездить машины, в которых 2 и больше человека. Естественно, из-за того, что много машин, много выхлопных газов, и поэтому атмосфера очень-таки загрязненная. Многонациональность. Я ни в коем случае не расистка и могла бы этот пункт отнести даже к преимуществам, но для большинства людей это может быть все-таки проблемой. Когда в одном городе уживается столько людей разных национальностей, на этой почве могут возникать проблемы в социуме. В этом городе построено все так, чтобы было максимально комфортно всем, но все-таки из-за разницы в менталитете, культуре, обычаях, религии, все-таки могут возникать между людьми недоразумения различного рода. Цены здесь все достаточно дорого, помимо цен на машины и бытовую технику. Поэтому, когда сюда приезжают туристы, это может немножко их шокировать. Но когда вы здесь живете, зарабатываете деньги, то цены такими высокими не кажутся. Здесь все дороже. И продукты, и жилье, и медицина, образование. Например, в моем понимании нормальное жилье, аренда квартиры здесь стоит от $3000 в месяц. Цены на продукты, здесь тоже все дорого. Вызов скорой помощи, например, может стоить $2500, поэтому здесь у каждого есть медицинская страховка, она стала обязательной. И самая минимальная цена на медицинскую страховку это $150-200 в месяц на человека, но чем меньше вы платите за страховку, тем меньше она, соответственно, и покрывает. Четвертый недостаток – налоги. Когда вы, например, что-то покупаете, ценник указан, не включая налога. Когда вы приходите на кассу, вам уже говорят цену повыше, чем была указана на ценнике. То есть сначала вас это огорчает, но потом вы к этому привыкнете. Также, например, если вы фрилансер, вы должны платить свои налоги сами каждый год. Лучше нанимать бухгалтера, который будет это подсчитывать за вас, будет заполнять бумаги, так гораздо удобнее. Здесь все сделано так, чтобы вы платили налоги. Не платить налоги нельзя, но можно их списывать. Например, если вы работаете визажистом, всю косметику, которую вы покупаете, вы можете сохранить эти чеки, если вы рассчитываетесь наличными деньгами. Потому вы можете списать свой налог за счет этих ваших покупок. Пятый недостаток. Здесь очень тяжело найти качественные косметологические услуги, услуги парикмахера, маникюр. По этой причине я хожу к нашим девочкам. Они делают все очень качественно и за приемлемую цену. Здесь, безусловно, есть хорошие мастера, но их очень сложно найти из-за большого потока людей, поэтому можно наткнуться на многих непрофессиональных. По этой причине, если вы только сюда переехали, я вам советую ходить куда-то только по рекомендациям, либо читать отзывы в интернете, читать форумы, смотреть блоги. Все это вам поможет найти вашего мастера. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы по данной теме, пишите мне их в комментариях, и я вам постараюсь на них ответить. С вами была я, Элина Федорова. Пока, ребят!